Это гербицидник итальянский. Видите, микрокап? Вот. Да. А, распрыскивается, да? Вот одной капли достаточно, чтобы одно растение убить. У нас не всегда получается в апреле посадить, у нас получается в основном в мае месяце. То есть сбор начинается июль, август, сентябрь, ну и там, октябрь чуть-чуть, да? 3 месяца. Калифорнийцы собирают 6 месяцев. У нас период сбора очень короткий. Очень короткий, 3 месяца. Ну вот, видите, два бугра, они такие серебристые. Мы их опрыскивали эмульсионкой. Вода эмульсионка, она от дождя же смывается, и осенью она становится черная. Черная она раньше начала спеть, и потом вот белая подхватила, да, то есть пролонгированный сбор. Как калифорнийцы мы можем собрать 6 месяцев. Владения свои показывать сейчас будете. А почему какая-то пленка черным кверху, а какая-то белым кверху? Это эксперимент тоже какой-то? Мы посадили вот половину черную, чтобы осенью Солнце урожая, притягивалось, да, да, наверное, сбор лучше? урожая чуть дольше было, чем на белой. Потому что осенью там сильный перепад температуры и идет это охлаждение температуры, и белая она как бы не накапливает солнечное тепло, Ага. а черная она будет там больше нагреваться, и плодоношение, допустим, на черной идет чаще, чем на белой. Да, притягивает. Да, и второе это весна, да, то есть весной, если вот считать здесь 350 тысяч саженцев, она будет спеть разом, да, то есть сразу. Ага. И сюда, чтобы всю поле собрать, надо привезти около 150 человек. Это очень трудозатратно, это очень трудоемкий процесс, да, и их надо обедом кормить, во-первых, их надо еще привезти и отправить домой. А белая черная, чтобы черная она раньше начала спеть, и потом вот белая подхватила, да, то есть пролонгированный сбор. Не все сразу. Да, а по объему урожая получится одинаково. Да, многие отговаривали сажать на черном. Ага, почему? Да, ну там черное же лето, и он же нагревается сильно, да. Мы даже эксперимент проводили. Ну вот, видите, два бугра, они такие серебристые. Мы их опрыскивали эмульсионкой, водоэмульсионкой. То есть натянули сперва черную пленку и решили просто попробовать для себя чисто проверить. Вот эти, да, два? Да, вот два. Они, видите, не совсем черные, они там мутные черные, да, и мы сравнивали там с этим, с пистолетом температуру, и там намного температуры ниже, чем на чисто черном. Водоэмульсионка, она от дождя же смывается, и осенью она становится черная. У нас летом почти нет дождей. Да. Дожди начинаются только осенью. И октябрь, ноябрь, в принципе, с них можно уже, то есть не уже, а с них можно получать урожай. То есть, чем на белом. Да, когда надо, летом нет дождя, и эта водоэмульсионка, она как бы защищает. Она будет защищать от солнца, да. От накала. Да. А к осени, наоборот, она смоется, и лишние лучи, которые будут нужны, они помешают. В октябре, когда на белом сбор идет раз в 4 дня, очень сильно повышается цена на клубнику. То есть мы в прошлом году там видели цены по 350, по 400 сомов, да, а в августе было 150-140 сомов, да. Да, и черная пленка, у нас вот тоже там черная пленка, мы собирали раз в 2 или раз в 3 дня. А белая пленка раз в 4, раз в 5 дней собирали. То есть они там накрывали там агроспаном, да, и что только не делали, но все равно
осенью белые. Белая есть белая, да, меньше притягивает. Классно здесь, мне нравится. Ну да, вот, ну, с агропарком сравнивать нельзя. Тут бугры намного Меньше, да? меньше, да, низкие. Но мы здесь проходили с глубокой рыхлителем Угу. на 40 сантиметров, да. И натянули вот такие вот бугры. Но мы рассчитываем сезон на этот осень и до следующего года осенью. В принципе, размер бугра и высота до следующего года, Он- Не осядет, да? да, не осядет и хватит. Ну, плюс еще мы будем там перекисью поливать, чтобы кислород побольше было, да, в корневой системе, там, под бугром, под пленкой. То есть. И у Ага. нас вот объем бассейна у нас за один полив он почти опустошается. Мы заливаем воду, да, и вместе с тем у нас вода постоянно меняется, и кислород, вода с кислородом, да, будет, да. Здесь сколько саженцев вы говорите? 350 тысяч. А площадь? 7 гектар. Ага, а у нас получается 5 гектар. 250 тысяч. Мы туда планируем 250 высадить, Планируем, да, планируем 250, но с учетом того, что у нас там грядки получается выше и в ширину больше, и междурядье тоже больше, но там, наверное, где-то около 200 тысяч по месяцу всего. да? Я думала, наоборот, если там грядка больше, то будет, наоборот, Нет, объем. вот, размер нашего бугра и размер там совсем другие будут. Угу. То есть он больше места занимает, грядка, бугор. Интересно, оно будет того стоить? Вот? Да? Такой принципе, размер большой. А там можно выиграть тем, что можно выиграть с урожайностью. Угу. Да, то есть, если даже количество саженцев будет намного меньше, чем мы хотели, но там дренаж лучше будет, во-первых, да. И если дренаж лучше будет, то и корневых болезней, в принципе, там не должно быть. То есть корневые болезни обычно после чего проявляются? Из-за переувлажнения и из-за того, что кислорода нет в корневой системе. Вот именно в этот момент из почвы просыпаются там анаэробные грибки. То есть это вот фузариум, там, фитофтора, да. И я думаю, если размер бугра будет больше и выше, там, в принципе, таких болезней не будет. И с экономической точки зрения, да, намного меньше будет уходить там на фунгициды корневые, да. А вот то, что сейчас вот это вы все обдираете, вот это же есть раскачка, да? То есть вы не даете цвести. Вот такие вот большими быть. Вот это один рожок, да? Вот лезет второй рожок. Здесь вот, видите, второй рожок лезет. И он должен быть по диаметру как палец. Ага. И листьев около там 15-20 листьев. Я по своему опыту скажу, для Кыргызстана лучше сажать в августе. У нас вот, как в Калифорнии, нет таких длинных сезонов, да, то есть у них получается как? У них сажают в ноябре, у них зимы нет. И они, получается, сажают в ноябре и раскачивают до апреля, там, до мая месяца. 6-7 месяцев у них просто кусты растут, без плодов. За это время он становится таким большим, да, и иммунитет у них тоже такой сильный, да, то, что они могут дать там еще 6 месяцев урожая без остановки. То есть у них вот получается вегетационный период 6 месяцев, и сбор урожая идет 6 месяцев. А у нас получается как? Мы сажаем, даже если в апреле мы успеем, да, мы должны раскачивать их 2 месяца. Как минимум 2 Да. месяца, а лучше больше, да? Да. И апрель, да, то есть 1 апреля мы посадили, апрель, май. Конец мая, то есть начало июня начинается сбор урожая,
июнь, июль у нас очень жаркий период. Да? В это время клубника работает на истощение, да, то есть Мгм. они стрессуют, они в это время еще и клещи, да, увеличиваются, Мгм. э, нападение клещей, трипсы увеличиваются, то есть в жаркую погоду вредители намного быстрее размножаются. Мгм. То есть клещ, трипс, жара 40 градусов, стресс, клубника истощается, потом приходит осень, то есть более-менее благоприятная погода, да, но кусты уже уставшие. То есть сбор у нас идет июнь, июль, август, сентябрь. Ну и чуть-чуть октябрь, да, Мгм. то есть мы 4 месяца только собираем. Калифорнийцы собирают 6 месяцев. Мгм. А если мы сажаем в августе, ну получается август, сентябрь, октябрь, да, 3 месяца раскачиваем, да, 3-4 месяца мы раскачиваем, потом они у нас уходят в спячку, то есть еще это плюс отдых. Мгм. А потом весной просыпается еще 2 месяца у нас есть для раскачки. И потом начинается плодоношение, да, то есть мы как калифорнийцы можем 5 месяцев, Собирать. это вегетационный Мгм. период, да, то есть 5 месяцев только выращивать. Потом начинается по истечении 5 месяцев, да, это 3 осенью, 2 весной, в мае начинается плодоношение, и с мая месяца, май, июнь, июль, август, сентябрь и половина октября, да, то есть как калифорнийцы мы можем собрать 6 месяцев. Да.